Всем привет! Сегодня у нас с вами долгожданный новый обзор оружия. Сегодня на столе лежит очень интересное оружие. Это Heckler & Koch модель G3. Интересная немецкая автоматическая винтовка, которая производилась с 1950 года по настоящее время. Данный экземпляр где-то выпуском 90, где-то 5-96 год. И что меня удивило прежде всего, это то, что данный аппарат очень-очень плохо, скажем так, обслуживаемый. То есть за ним почти не ухаживают. И это супер, потому что ты можешь пострелять, как из Калашникова, и положить его в том виде, как пострелял, домой. И в принципе вот он вот примерно вот в таком состоянии. То есть вот у него, давайте я возьму телефончик, буду подсвечивать, как обычно. Вот в таком вот состоянии. И все прекрасно стреляет. Надежность автомата Калашникова, она оказывается, наверное, может быть и чуть получше. Но, честно говоря, я очень сильно удивился, когда настолько просто вот это все разбирается, собирается в оружие. И тут все тоже очень-очень просто. Особенно меня удивили вот эти вот крепления. Очень интересные, которые в целом, может быть, и где-то легко потерять, но они хранятся у тебя всегда с собой, ты всегда это все легко разбираешь, буквально руками. И все разбирается элементарно. Но давайте теперь мы с вами чуть-чуть поподробнее остановимся на изготовлении. То есть вот цевье пластиковое, оно снимается. Приклад с пружиной снимается. Даже есть ножки для стрельбы, магазин. Пожалуйста, вставляется сюда. Вставим уже, когда я соберу винтовочку нашу. Пламя-гаситель. Они разные. Здесь на этом экземпляре вот такой. Он просто накручивается по резьбе. И на этом все. Есть возможность установки снайперского прицела. Ну и в принципе бывает приклад вот такой. Бывает складной. То есть здесь вот такой, это более дешевый вариант, и не для спецвойск, а для обычных солдат в основном. Более элитный, у них складной вот такой приклад. Ну и, собственно, основной механизм, я его не стал разбирать, вот он так вот выглядит. Тоже вот не мытый, ничего, вот в таком состоянии, и все прекрасно работает, несмотря на это. Ствол, можете мне поверить, грязный, я смотрел. Прям конкретно. Его особо никто не чистит. Более того, большинство людей, в принципе, чистят это дело ВДшкой. Это уже настолько упрощенный вариант чистки, что дальше уже некуда. Давайте теперь мы это дело соберем. И потом в полном виде я вам еще немножко расскажу об этом интереснейшем аппарате. Ну вот мы собрали с вами нашу винтовочку. Замечательно она собирается, элементарно. Значит, основная проблема это собрать цевье, потому что оно чуть-чуть гуляет. И когда вы пытаетесь совместить этот паз, это немножко проблематично. Здесь все элементарно, здесь тоже элементарно встает на место как родное. Здесь есть нюанс, когда вы ноги эти одеваете. Если кверх ногами, во-первых, они вот здесь не очень хорошо лягут тогда. То есть, если кверх ногами вот эту вот часть вставлять, то там она будет выпадать. То есть, по-другому вы не вставите. Ставите только правильно. Это очень приятно. Потом дальше. Вот здесь есть фиксатор. Вот здесь такой рычажок. Нажимаете вот здесь. И прекрасно оно складывается. Пока не нажмете, ничего не сложится. Продуманная история. Очень все просто подпружинено. Просто замечательно. Теперь дальше. Давайте покажу, как работает затворный механизм. Тоже. Кстати, вы заметили, как я сразу начал сравнивать этот аппарат с Калашниковым. Действительно очень, как мне кажется, простой аппарат. Очень легко им владеть, скажем так. То есть разобрать, собрать. Все прям элементарно. Не надо его особо чистить. Никто его в принципе не чистит. И оно стреляет, это оружие, работает. Здесь, кстати, можно пока поставить вот так. Все равно патрон нет, поэтому ничего страшного. Но техника безопасности превыше всего. Вот здесь есть отличная ручка. Она такая тоже подпружиненная. Здесь пластик, и она достаточно длинная. То есть, в принципе, ее очень удобно использовать. Она, ну,
в плане, вот, допустим, как на Калашникове, да, такая вот торчит маленькая железячка, которая, ну, как бы вам сказать, не очень ее тактильно приятно передергивает. То здесь, во-первых, намного больше можно зацепиться двумя пальцами. То есть в любом случае вам легко будет работать с этим затвором. Как это делается? Вы вот так вот тянете на себя, и можно вот так его зафиксировать. Вот, заодно посмотрим. Вот здесь у вас досылается патрон в патронник. И давайте мы попробуем чуть-чуть больше добавить цвета. Я еще сделаю фотографию, попробую это сделать более так видимо. Вот. И как только вам надо начать стрелять, вы можете вот это вот снять. Оно встает в боевое положение. И пошли стрелять. Теперь какие здесь варианты стрельбы? Ну, вот это на предохранителе, это одиночный и это полуавтоматический огонь. Здесь не автоматическая модификация, но полуавтомат. Здесь тоже элементарно вытаскивается. Ну, одной рукой тяжело, тем более в таком положении. А так все элементарно. Давайте я с вами еще сделаю такую вещь, как вот это разбирается. Вот буквально руками вот так вот вы туда продавливаете и вот так вот вытаскиваете. Ну, просто в таком я не очень удобном положении. И вот у вас уже снимается приклад. Все, в принципе, дальше вы вытаскиваете боевой механизм. Дальше вы открепляете вот эту часть, цевье, и вот у вас частичная разборка. То есть, в принципе, это все элементарно. Давайте обратно это дело вставим. Значит, вставляется. Опять же, даже в таком положении неудобно. Довольно-таки легко. Здесь пружина немножко давит, поэтому проще это делать вот таким образом. Под своей тяжестью вы просто вставляете вот сюда обратно и фиксируете. Не надо ничего здесь совмещать, здесь часть встает просто элементарно. Вот и все. Собственно, на этом все. Здесь у нас можно поставить прицел снайперский. Что еще? Ну как снайперский, не сильно на снайперское, но все-таки может стрелять достаточно далеко. Вот здесь можно повесить ремень. Вторая его часть вешается вот за это ухо, крепится. Сам ремень выглядит вот таким образом. За ухо крепится вот эта часть и вот это вот сюда. И все отлично работает, висит. Что я могу сказать по поводу этого интересного аппарата? Я, честно говоря, очень сильно был удивлен после того, как узнал, что его почти не нужно чистить. И он не портится, он работает, он прекрасно себя чувствует без чистки. И в целом может поспорить с тем же Калашниковым по вот этой вот неприхотливости. На самом деле, то, как он разбирается, тоже все достаточно быстро. Может быть, так быстро, как Калашников, его не разберешь, но сказать, что он разбирается сложно или что-то там, я не знаю, с ним какие-то проблемы собрать, разобрать, я думаю, его разберет, как и у нас, в принципе, он школьник любой. И соберет обратно тоже, потому что все интуитивно понятно, все вставляется на свои места очень легко. В принципе, ты его разбираешь, как делать нечего. Ну и, собственно, почистить его тоже довольно-таки легко. Если особенно разобрать, у тебя доступ к стволу целиком, можешь делать с ним что хочешь. Разные пламя-гасители, установка под снайперский прицел тоже присутствует. Пожалуйста, ставь что хочешь. Стреляет безотказно, по словам хозяина и не только его. Есть возможность модификации разных прикладов. Здесь тоже можно менять все достаточно красиво. Можно поменять другое цевье, вот эту часть можно сменить. То есть, в принципе, по там красоте или каких-то там, не знаю, модификаций, пожалуйста, тебе тоже есть вариант. В принципе, такое вот универсальное оружие придумал в свое время немецкий инженер. Кстати, интересная история, что это оружие было как бы по историческому факту доделано, скажем так, в Испании. Вот. Но потом все равно слава вся досталась немецким инженерам. Собственно, что и было.
это все правда, но в свое время Испания тоже приложила к этому оружию руку. Состоит на вооружении многих стран, в свое время участвовал в конфликтах в Португалии, Нигерии, Южной Родезии, Иране, Исламская революция в Иране, которая была, гражданская война в Сальвадоре и так далее, Иракская война и так далее. Состоит на вооружении в многих странах сейчас, опять же, так же, как и производится во многих странах. Масса, кстати. Вот, модификация G3 бывает 4.4, 4.8, 4.9 и 4.7. Длина 1025 миллиметров. Также бывают и модификации 1020, 840, 885, 705 с разложным и складным прикладом. Длина ствола 450 миллиметров. И да, кстати, можно также гранатомет сюда подвешивать, и она будет с гранатометом у нас работать. Калибр 7,62 по-нашему. Принцип работы газоотводного механизма: полусвободный затвор с роликовым замедлением, скорострельность до 600 выстрелов в минуту. Ну, как вы понимаете, это скорострельность такая заводская, то есть 600 выстрелов в минуту, это у вас точность будет просто на нуле. Дальше прицельная дальность 400 метров. Вот, собственно, для этого иногда нужен и оптический прицел. И начальная скорость пули, кому вот интересно, 800 метров в секунду. Вот так, в принципе, интересный очень вариант. Спасибо доброму человеку за обзор. Теперь на канале вот наконец-то вышел новый обзор оружия. Надеюсь, мы продолжим эти обзоры в будущем. И сейчас пришло время сделать фото, которые вы видели по мере просмотра видео. Все, на этом все. Всем спасибо. Всем любителям оружия пока. До скорых, надеюсь, встреч на канале по оружейной тематике. Всем пока.